Всем привет! В прошлый раз я спускался в подземные коммуникации, нашел исторический тоннель, в котором были зафиксированы паранормальные события. И я решил отправиться туда вновь. Но сначала я хочу сказать кое-что важное. Я хочу выразить благодарность всем тем, кто пишет комментарии. Спасибо вам за теплые слова и поддержку. В комментариях достаточно много интересных моментов. Вы делитесь советами, даете подсказки, выдвигаете различные теории, а также делитесь историями из своей жизни. И прежде чем мы вновь отправимся в подземные тоннели, я хочу прочитать несколько комментариев, в которых есть кое-что интересное. Андрей, что же там прячется? Что на записи? Ведь были слышны какие-то хрипы. Да, диктофон зафиксировал паранормальные звуки. Значит, я разобрал какой-то стон, скрежет и бульканье. Но полностью идентифицировать эти звуки не удалось, поэтому если у вас есть какие-то мысли насчет того, что же было в этих звуках, пожалуйста, напишите. Любовь пишет: подземные тоннели не только опасны скоплениями газов, но и неожиданностями встретить там существо, которое живет в подземелье. Да, совершенно верно. Подземный мир наполнен как физическими, так и энергетическими существами. Но когда я был в прошлый раз в этих тоннелях, ни я, ни камеры не зафиксировали наличие каких-либо существ. Но это не значит, что их там нет. Вполне возможно, просто я их не увидел, либо они не показывались. Ирина пишет: к выдвигаемым вами причинам могу предположить еще электромагнитное устройство. И следующий комментарий написала Елена. Почему никто не обратил внимания? Сразу стало интересно, что находится ровно над тем местом, где становится плохо. На самом деле это первый логичный и резонный вопрос, что же находится либо рядом, либо сверху над этим местом, над которым становится плохо, над этим тоннелем. И первое предположение, которое я сделал, вполне возможно, что где-то рядом находится либо какой-то цех, либо лаборатория, в котором находится оборудование, и когда оно работает, то возникают какие-то поля, электромагнитное поле, либо какие-то иные поля, которые воздействуют на живые организмы определенным образом. Ну и, соответственно, живые организмы — это человек, который находится в этом тоннеле, и происходит отток энергии, либо какое-то еще иное воздействие, при котором человеку становится плохо. Вот, и для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть вот эту теорию, нужно узнать, что же находится там рядом. Для этого нужно выйти на поверхность и посмотреть, какие рядом находятся здания. Ну, если здания не будет, вполне возможно, что есть какие-то цеха, которые находятся под землей, и они просто скрыты, и мы их не увидим. И следующий комментарий от Татьяны. А почему вы не вылезли в люк, в который вы выглянули и увидели здание? Зачем нужно было проползать обратно тем же самым путем? На самом деле я пошел обратно только потому, что я знал этот путь. Если бы я вылез на поверхность, где мне неизвестна территория, то неизвестно, что бы там могло случиться. Это первое. Второе. Сверху находится предприятие закрытого типа. То есть какое-то предприятие, там есть забор, оно охраняется, и, соответственно, можно нарваться на неприятности, если попасться, допустим, охране. Вот, поэтому я возвращался с знакомым себе путем, и который вывел меня прямо к Паше, прямо к машине, которая у нас стояла. Если бы я вылез где-то на поверхности, то ночью в темноте я мог бы там заблудиться и где-нибудь там упасть в кустах обессиленный, и, соответственно, все бы могло закончиться плачевно. Следующий очень интересный комментарий написала Ольга. Она пишет, что я строитель, и мне попалось место в новом доме, где с меня сожралась вся энергия. Это был вход в подвальное помещение. Тело покрылось мурашками, то есть была сильнейшая слабость, дрожание ног. Значит, я думаю, что это сущность, притом очень сильная. Да, те же самые симптомы, когда слабость, ты не можешь двигаться, очень похоже. Либо сущность, либо место, которое пожирает энергию. Да, вот с этим нужно разбираться. Вот если бы со мной был Паша, тогда он бы мог дать больше информации. Так, Ирина пишет. Я за то, чтобы Паша остался на поверхности, но есть еще вариант, вы оба идете, а сверху у вас снаружи ждут диггеры, если что, они придут со снаряжением. Да, очень хороший совет, кстати, я об этом не подумал, и я, пожалуй, с этим вопросом обращусь к диггерам за помощью. И есть еще один очень интересный комментарий. Его пишет подписчик, с которым очень приятно разговаривать, он достаточно грамотный, и он пишет следующее. У него вопрос про сапоги. Я нашел в тоннелях сапоги, это были два сапога по размеру, они, наверное, составляют пару, потому что они одинаковые. Значит, и вопрос-то следующий. А вот
как так получилось, что сапоги потеряли? Ведь его нужно снять, его же просто так не потеряешь. Вот. Возможно, сапоги могли снять и бросить в нечто, преследовавшее диггеров. Вот. Расстояние между ними, значит, есть некоторое расстояние. Какую же версию высказал Павел? На самом деле, вот я, кстати, не думал. Я предположил, что сапоги просто потеряны. Здесь же предполагается версия, что сапоги были в кого-то брошены. И, кстати, очень интересный вопрос, и, пожалуй, я задам его диггерам. Миша, привет. Привет. Ну что, сходили? Да, сходили, и вот как ты описывал, то же самое со мной произошло, слабость, но я выбрался. Значит, смотри, у меня такой вопрос. Когда я шел по тоннелям, я увидел, сапоги валялись, причем пара. Это вы потеряли? Да, мы. То еще, получается, вы своего товарища несли, которому плохо было, и просто с него сапоги спали? Не совсем. Мы шли, выносили товарища, но последним у нас шел Никита, и вышел он уже без сапог. Мы у него спросили, вот, куда дел. Он говорит, что видел там кого-то, кидался. А кого видел? Человека, животное? Кого он видел? Да не знаю, он и сам не знает, нормально ничего описать не может. Ну а какие-то звуки там это издавало? Не знаю, ничего. Да, слушай, интересно. Так, смотри, у меня еще такой вопрос. Мы собираемся повторно туда с моим напарником в эти туннели спуститься. Вы можете нас подстраховать, посидеть на поверхности, на рации, если вдруг что-то случится, если что, помощь оказать? Нет, мы не лазим больше никуда после того случая. И вообще у нас команда распадается. Я бы и сам помог, но не могу я. Завтра на сборы выезжаю. Понятно, ладно. Слушай, а почему ты мне вот про вот эти сапоги, что он кого-то видел, этот Никита кидался, почему сразу в первый раз еще не рассказал? Да подумали, что у него что-то глюкнуло. Вот. Ну ладно, понял. Ну ладно, спасибо за информацию. Все, давай, счастливо. Все, всего доброго. Большинство подписчиков проголосовали за то, чтобы Паша остался снаружи для безопасности Андрея. И мы решили действовать по этой схеме. Паша ждет в машине, а я иду в тоннель один. Но чтобы сэкономить время и не лазить по узким местам, я буду заходить не в тоннель возле реки. По картам я вычислил ближайший к историческому тоннелю спуск. Но он находится на территории одного предприятия. Это охраняемый объект, и нужно проникнуть туда незаметно. Так, сейчас найдем дырку в заборе. Здесь колючка в несколько рядов. Двойной забор, два забора с колючкой. Вот охраняемая территория. Сейчас мы, значит, местечко здесь найдем, залезем. Паша посмотрит, куда я зашел, чтобы он знал. И, значит, что получается, Паша вернется обратно, а я залезу туда. Да. Колючка. Колючка мощная. Ржавая вся. А тут накручено вот сверху, чтобы не залезть. Сейчас дырку найдем. Так, Паша, дырка, смотри. Сейчас. Давай, залазь сюда. Потихонечку. Не торопись только. Зацепишься. Аккуратно, аккуратно, Паха. Ага. Залез? Да, нормально. Так, держи камеру. Теперь... Стой, 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 стой. Давай. Пока все нормально идет. Опа. Так, еще одна колючка. Паша, сейчас переложим там через забор, и люк будет там. Я тебе покажу, ты вернешься также этим путем.
и будешь на рации, понял? Хорошо, полезли. Паша, стой! Тихо! Слышишь? Машина едет. Тихо, давай, сидим. Проехал УАЗик, высадил охранников. Походу нас спалили. Так, сейчас будем выбираться как-то, не знаю. Обратно уже нет хода. Паша, сейчас вон туда пойдем. По моим прикидкам, где-то вон там за забором. Вон там забор. Люк, короче, где-то должен быть там. Давай, Паша, сейчас посмотрим. Иди сюда. Паша, тихо. Вон он ходит. Видишь, охранник идет. Тихо, не шевелись. Ты отвернулся. Побежали туда. Паша спалил. Сюда идет, побежали. Так. Давай, Паша, сюда. Давай, Паша, не отставай. Тихо. Паша, стой. Охранник. Тихо. Где-то здесь был. Ушел куда-то. Так, короче, Паша, сейчас до люка дойдем, вместе туда спускаемся. Потому что охрана поймает по-любому. Пошли. Так. Паша, стой. Так, они пошли плиты осматривать. Побежали вон туда. Паша, бежим! Колодец! Залазь быстрее! Побежали, Паша, давай! Ой, стой, Паха, стой! Так, сейчас, подожди, смотримся. Паша, ты нормально? Да, нормально. Так, что, где мы находимся-то? Ого! Так мы пришли. Ну-ка, иди сюда. Видишь, Паша, видишь, вот арка. Вижу. Вот здесь этот тоннель исторический. Пойдем. Вот родненький тоннельчик. Здесь надо быть очень осторожным. Все, можно встать во весь рост. Фу. Че, Паша, чувствуешь что-нибудь? Паша уже начал работать. Ну что ж, все пошло не по плану. Оказались мы здесь с Пашей вдвоем. Но может быть это и к лучшему. Так, значит, что сейчас будем делать? Значит, сейчас Паша в том конце тоннеля работает, а я здесь поставлю диктофон и будем слушать тишину. Потому что в прошлый раз интересные звуки были. Может быть, что-то новенькое появится. Так, там у нас что? Тоннель. Ладно, приступаем к работе.
прошло? 15 минут прошло. Пойду посмотрю диктофон. Так, пойду посмотрю, что там Паша, какие у него результаты. Паша, ну что ты? Как себя чувствуешь? Мы здесь не одни. Не. Чё ты про чё? Быстро не одни. Туда. А что там? Ну-ка, пойдем посмотрим. Паша, стой! Там человек. Может, диггер какой-то? Пойдем, подойдем. Эй, привет! Не свети. Ты кто? Живу в тоннелях давно уже. Хожу без фонарей. Глаза привыкли. Не свети. Ладно, понял. Слушай, мы тут расследование проводим. Здесь в этом туннеле в историческом странности. Ничего такого не замечал? Вам нужны странности? Могу показать. Ну покажи. Паша, что скажешь про него? Надо идти. Ну пошли. Так. Так, Паша, стой. Паша, смотри, вода бежит. Видал? А ты что, в ботиночках, что ли? Точно. Ну да. Так, короче, залазь в рюкзак ко мне. У меня там бахилы резиновые с языка. Доставай. Что ты там? Застегивает? Они застегиваются там. Застегивай там они эти, на лямочке. Одевайся. Ага. Так, ладно, что, короче, вот мы вышли вот с этой с маленькой трубы, которая идет с исторического тоннеля. И здесь вот такая большая труба в рост. Не знаю, я что-то этого мужика не вижу. Где-то он вперед ушел. Так, сейчас Паша оденет бахилы языка. Я их взял специально на всякий случай. Я как бы в рюкзачке там небольшой НЗ сделал в этот раз. Много вещей полезных. Вот. Че, Паша, ты готов? Да, почти. Ага. А, блин, здесь сквозняк дует, надо маленько одеваться. О, капюшон очень хорошо помогает. Прям спасает. Че, Паша, готов? Да, я готов. В обновочках. Так, давай. Первый иди. Так, бахилы повыше. Сейчас, если много воды будет, я буду смотреть. Потому что мои сапожки не сильно такие высокие. Вот, по Паше буду ориентироваться. Давай, Паша, давай. Надо мужика догонять. Так, что тут у нас? Паха, стой.
Слышишь, да? Ага, Вода шумит. слышу. Ладно, пойдем посмотрим. Пойдем. Офигеть! Паша, смотри, тут высота примерно метров 5, наверное. Видал? Перепад высоты какой. Так, а что у нас? Ни лестниц, ничего нету, да? Арматура есть, может быть, лестницы раньше были. Блин, опасное место. Так, ну что, Паша, мы сюда пришли. Вот это странное место получается. Это место непроходимое. 5 метров высоты. Вода фигачит. Лестниц никаких нету. Сюда у нас что ли вел? Да тут не все так просто. Вообще надо посмотреть, там никто не валяется. Блин, холодно, пипец. Что делать будем, Паша? Обратно надо возвращаться. Думаю, да. Ну ладно, пошли. Давай, иди потихоньку первый. Блин, а мужик-то куда делся? Спустился, что ли, вниз? Паша, ты чё? Слышь, мужик, ты что творишь? Ты куда нас завел? Там высота метров 5, а если бы навернулись? Ну, значит, судьба. Какая судьба? Ты что несешь? Ты что, вершитель судеб, что ли? Паша, пошли. Паша, что встал? Мы оттуда и пришли. Откуда? С этой трубы? Да. В смысле, ты хочешь сказать, что мы пришли вот отсюда, с этого заваленного? А вот это тогда что за туннель? Про эти странности он говорил. Так, Паша, значит, что получается, если вот здесь исторический тоннель, откуда мы пришли, и он сейчас заваленный, там идет обрыв 5 метров, этот водопад, значит, да. Так, путь у нас только один, вот этот туннель. Все, Паша, пошли, надо выходить отсюда. Пойдем, пока он что-нибудь еще не придумал. У нас вершитель судеб нашелся. Ну, молодец, вот это шуточки, да? Идите, ребятушки, я вам странности покажу. Паша, ты слышишь шум воды? Слышу. Стой, тихо. А что, получается, там тоже водопад? То есть мы сейчас туда придем, и там 5-метровый вот этот обрыв, и тоже водопад? Ну-ка, пойдем. Надо дойти. Паша, не дай бог, там тоже будет водопад. У нас выхода-то нету. Где водопад? Слушай, Паша, а ведь ты был прав. Мы-то здесь не проходили. И получается, в той трубе водопад, здесь водопад. И что, мы, получается, все-таки, значит, вышли из заваленной трубы? Да. Так, что тут у нас? Труба. Вода лежит. Паша, ну тут получается невысоко, в принципе, забраться-то можно. Ну. Ну-ка, на камеру подержи. Паша, я сейчас залезу, а потом тебя затяну туда. Ага, ладно.
Ну все, давай. Иди сюда. Так, Паша, готов? Да. Давай, фонарик. Так, ну-ка, погоди. Тихо, тихо. Что ты там? Что ты упала? Значит, залезли, Паша штаны намочил маленько. Так, Паша, стой, что тут у нас? Ё-моё, еще один водопад. Паша, тенденцию заметил? Чтобы первый водопад был 5-метровый, второй водопад 2 метра, а вот этот вот примерно метр. Я вижу, что с каждым разом все легче и легче. Это очень хорошо. Паша, я думаю, скоро к выходу придем. Ну ладно, пошли. Идем. Пошли, пошли. Что-то я замерз. Там вообще холодно было. Но сейчас вроде чуть-чуть потеплее становится. Не потеплее уже. Теплее? Да. Паша, стой. Что здесь? Ну-ка, пусти-ка меня. Так, лестница, видал? Лестница, люк. Так, что там у нас в люке? Оперный театр, там плита бетонная. Короче, люки начали попадаться. Ну все, Паша, можно выдохнуть. Сейчас, я думаю, пару-тройку люков пройдем и найдем люк, в который можно будет вылезти. Блин, здесь плита бетонная. Ладно. Давай, иди первый. Так. Так, что тут у нас? Ого. Еще одна лестница валяется. Прикинь. Ой. Ничего, скоро выйдем. Паша, ё-моё, смотри, на полу-то что мусора сколько, офигеть. Прикинь. Стой! Блять, колесо висит на потолке, прикинь. А это что? А, Паша, лестница, смотри. Офигеть, колесо на потолке висит. Так, что тут у нас люк? А, нет, люк заваленный. Так, ладно, Паша, пошли дальше. Давай, колесо только обходи, чтобы на голову не упало. Ага. Так, иду, Паха, иду. Ё-моё. Что там, Паша, что шумит? Водичка, водопад очередной. Да, ну. Ну что, Паша, попить не хочешь водички? Чистой, родниковой. Только после вас. Ладно, пошли, что стоишь-то? Что там, Паша? О, Нифига, смотри, выход. Блин, высоко не залезешь. Офигеть. Тут труба какая-то. Так, да, Паша. мы не поднимемся. Да, Паша, вот смотри. Вот она поверхность, вот оно небо. Казалось бы, руку протяни, и ты здесь, на свободе. Но мы находимся с тобой вот здесь, в этой трубе. Вот. И выбраться нельзя. Ложная надежда, понимаешь? Вот. Ну ладно, что, пошли дальше. Идем. А там не люк? Что, Паша? Вон там не люк? Ну как же не люк? Люк. Что, Паша, ну-ка. Ой.
Блин, закрыто точно, смотри. Ну, Ё-моё. Так, что тут? Ого-го. Лестниц нету. Так, Паша, ну что делать? Сюда-то мы точно не полезем. Нам остается только вот сюда забираться, потому что люки есть, все закрыто, лестниц нет. Не поднимемся сюда. Так. Выключу пока фонарь. Это легко и просто делается. Вот так раз. Вот так. Оба-на, все. Андрюха залез. Можно сказать. Так, Паша, давай, неси камеру. Да. Так, что тут у нас? Какие-то камни, кирпичи набросанные. Мусор. Так, хотя нет, что-то я не понял. Паша, ну-ка, стой-ка. Ого-го. Что мы тут видим? Камни, 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 кирпичи. Ну-ка, Паша, скажи-ка мне. Вопрос у меня такой. Вот мы с тобой в трубе стоим, да? Люков нет. Труб, подключек других нет. Откуда здесь взялись вот эти камни? Это не мусор, который там принесло, не пакеты какие-то. Это просто вот камни, как будто здесь сыпанули полкамаза камней. Откуда вот они здесь взялись? На Земле есть места, куда утилизируется негативная энергия. Так, а что за энергия такая? Все негативные эмоции людей утилизируются в это место. Но это лишь одно из них, их много. Так, то есть получается, мы сейчас с тобой стоим в негативной энергии, и она на нас воздействует? Не совсем. Земля все утилизирует. Она на нас не влияет. Так, ладно, понял. Ну а камни-то здесь откуда взялись? А камни — это побочный эффект. Они могут вверх падать. Хорошо, значит, если на нас эта негативная энергия не действует, которая здесь утилизируется, да? Но камни-то сюда попадают, может камень на голову упасть? Вполне возможно. Так, ладно, Паша, пошли тогда, не будем здесь стоять, если место опасное. Пойдем. Ну вот, короче, нашли место. Как Паша говорит, место утилизирует негативную энергию, которая уходит в землю. Вот, и туда камни перемещаются. Ой-ой-ой, я смотрю, здесь аккуратно надо идти, что-то воды прибывает. Что там, Паша, глубоко? Да. Так, ладно. Ой. Тихо. Так. Ё-моё. Паша, смотри. Смотри, это лестницы. Лестницы, которые вот с люков. Наверх, которые ведут, прикинь. Лестница набросана. Так, а это что? Ой, ё-моё. Фига колесо, прикинь. Забетонированное колесо. О, вот еще лестница есть, смотри. Видал? Паша, что получается, здесь тоже воронка, которая притягивает негативную энергию и попутно побочным эффектом сюда лестница затягивает? нет, тут что-то другое. Ну а что здесь может быть другого? Люков здесь поблизости нет, а лестницы валяются. То есть, получается, сюда их кто-то принес? Помнишь мужика,
который обещал показать нам странности. Ну да, конечно, он показал нам эту странность. 5-метровый перепад высоты с водопадом, куда мы могли очень сильно вляпаться. И очень хорошо, что мы оттуда ушли целыми, невредимыми. Мы не уходили от странностей. Мы к ним шли. Как это? Стой! Паша, прикинь, череп человеческий. Тут человек умер. Здесь погиб человек. Тот, кого мы видели, это его дух. Он не может выйти из туннелей. А мы ему зачем? А он не хочет быть один. Паша, надо уходить. Мы тут на костях стоим. Пойдем отсюда. Пойдем. А знаешь, зачем здесь лестница? Может быть, он пытается так выбраться? Нет. Он не дает выбраться другим. Так, все, Паша, пошли. О, Паша, нифига тут воды. Так, что тут у нас? Так, Паша, у меня, короче, тут впритык практически. Так, ё-моё. Слушай, я так наберу. Так. Короче, Паша, есть у меня мысль. На, иди камеру возьми. Все, прошел. Ну все, Паша, пошли. Так, что тут, Паша? Ого-го-го, стойка, стойка. Ой, хорошо-то как, смотри сюда. Что видишь, Паша? Квадратный туннель. Правильно, квадратно. А знаешь, что это значит? Что? А это значит то, что когда в прошлый раз я шел в исторический туннель, сначала он был квадратный, а потом стал круглым. И вот сейчас мы выходим с круглого в квадратный, соответственно, сейчас будет выход. Тоже в какую-нибудь реку он придет. Правильно? Блин, точно. Все, пошли, Паша, пошли. Так, что тут у нас? Ой-ой-ой. Прикинь, Паша, высота метров 15. Ого. Вот там он тоже закрыто. Да, глубоко проходит туннель. Вот так. О, сапоги-то, да, почти. Паша, слышишь? Опять вода шумит. Да. По ходу дела опять водопад. Ё-моё, высокий, Паша, высокий. Смотри, какой высокий. Паша, лестница. Люк открытый. Лестница. Давай, вылазь. Все, выбрались. Все, Паша, пойдем, надо сейчас выбираться. Машину искать.
этот дух нас отпустил? Это черный диггер, хозяин подземных тоннелей. Он отпустил нас, потому что знает, что мы еще вернемся.